Всем привет! Сегодня мы поговорим про такую важную тему, которая назрела уже для тех, кто находится в Ирландии, и тех, кто приезжает только в Ирландии. Мне, конечно, вот эта ситуация непонятна, она меня немножко даже раздражает, могу сказать так, потому что вот это вот отношение, знаете, когда в чатах читаешь, и люди говорят, нет, это не касается, это только новоприбывших касается, стареньких это не касается. А кто такие старенькие? Это какие-то теперь касты, какие-то блатные, на блатной педали двигаются украинские беженцы, если они старенькие. То есть у нас теперь получается новенькие приезжают и ничего не получают, а старенькие двигаются именно, ну, слушают шансончик и двигаются на блатном таком, да, на легком, в развалочку, не спеша. Мы поговорим про вот эти вот моменты, почему в Ирландии разделили украинских беженцев на две категории, для чего это делается, поддерживаете ли вы такое разделение, как по мне, наоборот, если человек долго ничего не делает и сидит на выплатах и живет в государственном жилье или за счет программы от государства, я имею в виду ARP, то нужно как-то, знаете, есть такое слово ротация, да, это часто употребляют военные, ротация, нужно менять людей. Вот я считаю, если человек долго засиделся, а то получается у нас уже есть беженцы со стажем, вы понимаете? То есть беженец, который ни черта не делает, со стажем, он уже тебя может конкретно проконсультировать, как что двигаться, как пропетлять, чтобы получить полные выплаты, чтобы, не дай бог, не переселили. Короче, мы про все вот это вот поговорим. А вы, главное, пишите свое мнение по этому всему поводу. Считаете ли вы, что реально украинцев разделили на две касты, на две группы, назовите это как хотите. Также максимально распространите этот ролик по всем социальным сетям, отправьте своим друзьям, близким, которые хотят приехать в Ирландию, либо только приехали в Ирландию, чтобы они тоже зашли, знаете, и написали свое мнение. У меня комментарии всегда открыты, у меня полная, как говорится, демократия, у меня только стоит фильтр, который именно сам YouTube, да, ну, фильтр этот создал, он удаляет те комментарии, которые агрессивны, либо которые употреблены мат, то есть очень оскорбительное какое-то отношение по поводу к другому человеку, либо по поводу, ну, по отношению ко мне, к автору, да, оно удаляет. Все остальное остается всегда навсегда под этим роликом. Я ничего лично сам не удаляю, потому что каждый должен высказывать свою точку зрения, у каждого должно быть такое право. Так же, как у меня должно быть право высказывать это в своем блоге. Это мой личный авторский такой блог, да, личные мои авторские мысли, которые я считаю правильными, а уже другой человек может считать их правильными, неправильными, это тоже его право. Я вижу то, что какая-то несправедливость назревает в Ирландии, и это не слишком хорошо, потому что одним все, другим ничего. Это как-то так, я вижу, работает здесь. Сейчас мы все это обсудим и поймем, к чему же Ирландия готовит украинских беженцев. Перед тем, как продолжить, от души попрошу каждого подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы вы были всегда в курсе событий, так как большое количество людей смотрит мои ролики, не подписавшись на канал. А алгоритмы ютубчика любят, чтобы были подписочки, лайки и просмотры, чтобы мой канал продвигался вверх, и я еще больше и активнее записывал для вас контент. Также, если вы хотите увидеть мой первый эксклюзивный ролик, который я записал для спонсоров канала, спонсорство начинается всего лишь от 99 центов. В том ролике я показал и рассказал, как я и моя семья искала жилье в Ирландии, в каком каунте мы живем, и как найти в Ирландии жилье за 700, да, апартменты за 700 евро, либо таунхаус за 900-950. Там также в этом закрытом ролике, который доступен только для спонсоров, будут ссылочки на агентства недвижимости, которыми мы пользовались. Вы можете всеми этими, как говорится, лайфхаками и советами воспользоваться. Это не гарантированно 100%, что это вам поможет, но лично мне и уже многим людям, которые воспользовались этой информацией, им это помогло, и они смогли себе найти жилье в Ирландии. Так что оформляйте спонсорство, смотрите ролик, и там уже решайте, нужна вам дальнейшая подписка, либо нет, так как ролики теперь для спонсоров будут выходить каждый месяц. Спасибо каждому за любое из ваших действий, а мы продолжаем.
Формулировка «кто первый, того и тапки» немножко меня она волнует, и мне она не нравится, она мне не кажется справедливой по отношению к другим украинским беженцам, которые приезжают в Ирландию. Это как-то все выглядит странно. То есть ирландское правительство решило так, что кто первый приехал, кто первый устроился, кто первый оформил себе все выплаты, всю халяву, все плюшки, все фишки, взял себе максимально, загреб, сел, как курица, да, на сиженных яйцах сидит, и все хорошо, то есть все нормально. Тот человек, который реально сейчас, куча городов, которые разрушены, последние, да, это, например, Угледар, дальше уже к Селидову подходят, то есть я имею в виду, что куча городов, сел и поселков, которые, Нью-Йорк тот же, Торецк, люди оттуда бегут, многие бегут, ясно дело, переселяются на территорию Украины, в смысле там другие областя, но многие выезжают из-за границу, они имеют на это право, и кто-то хочет приехать, например, в Ирландию с Донецкой области, либо с других областей, где происходят активные боевые действия, они хотят приехать, они приезжают, и что дает им Ирландия? Хотя эти люди потеряли все, от слова все. От их городов остались рожки до ножки, пыль и просто огромные воронки от кабов, фабов и остальных прелестей, которые присылаются нам с той стороны, от соседа прекрасного в кавычках. Получается так, человек приехал с того города, которого уже нету. То есть его нельзя назвать городом. У него было там, неважно, дом, квартира, машина, гараж, дача, ну, может, бизнес какой-то. То есть все было устроено, все было хорошо. Приезжает он в Ирландию, думает, что тут его, да, ему тут помогут как-то встать на ноги, потому что он слышал как-то когда-то вдали, что в Ирландии хорошо помогают, есть какая-то социальная помощь. И он думает, поеду-ка я с семьей туда. Приезжает, его встречают, и ему говорят: дружочек, извини, но ты не успел. Все уже места хорошие разобрали, раскупили, оптом забрали, то есть многие подтянули своих друзей там, бабушек, дедушек, чтобы оформить им тут инвалидность, пенсию по возрасту, и можно сидеть, жить в АРП и не тужить. Я не буду за всех, я не обобщаю, но таких очень много. Я прям вижу, как этих бедных дедушек, бабушек тащат сюда, чтобы же все это оформить, потому что они понимают, это деньги, это халява, это возможность подзаработать. Я сомневаюсь, что какая-то дедушка или какая-то бабушка в 70 плюс думает об Ирландии, думает об каких-то выплатах, о каких-то мутках, крутках. Это все их дети и их уже внуки там крутят, мутят целыми семьями. Это правда, я, как говорится, за это отвечаю, потому что знаю, не лично, но знаю, что они живут тут, ну, например, в моем, да, городке, и знаю просто через другого человека, что как все это делается. АРП оформили, опекунство, инвалидность, и все сидят, все хорошо, все нормально, всю семью обеспечено, плюс выплаты, потому что не работают. АРП, пожалуйста, живи, не тужи, все хорошо, все нормально, все стабильно. И человек приехал с того города, где полная жопа. Все, города нету, он просит. Ему говорят: дружочек, пирожочек, мы тебе дадим, что сейчас осталось, вот это ты получишь. Вот эти вот огрызки, вот эти вот недоедки, да, можно сказать так. Смотри, дружочек, 90 дней лагеря, которые полупустые, никто там жить не хочет. Смотри, с него выезжать ты можешь максимум на одни сутки, а если больше, то все, мы тебя выселим к чертовой бабушке. Если нужно больше тебе отсутствовать, да, в этом прекрасном, чудесном лагере, которых сколько там, 5 либо 6 специально созданных для украинских беженцев, они полупустые, еще раз повторяю. И там платится 38 евро 80 центов на взрослого в неделю и 29,80 на ребенка. Он говорит: так, а где вот эти фантастические 232, я слышал, евро в неделю, просто нереальные, где же они? Они говорят: подожди, мы тебе еще не договорили про то, что ты не можешь выезжать. Один день и дальше, если больше,
то нужно тебе разрешение. А разрешение только в особом случае. Либо смерть родственников, либо серьезные какие-то заболевания. Все остальное это неинтересно нам не важно. Уехал, потерял возможность государственного размещения на улицу, либо за свой счет, либо уезжай в другую страну, либо возвращайся в Украину. Все, понял, принял. Так а что по выплатам? Почему 38? Я слышал от друга там, он в Ирландии говорит, что 232 в неделю получают, дом бесплатно, почти в центре города, еще и окна выходят на океан. Ну просто, я не знаю, класс, а нам что не так? Что я и моя семья сделали не так? Вопрос. Знатоки к вам, что? Пишите в комментариях, что эти люди сделали не так. Просто знатоки напишите. Вот просто ответ в комментариях я жду от вас. Вот максимально развернутый. Почему люди, которые едут, уезжают, убегают от войны по-настоящему, где города в ноль уничтожены, они приезжают и им говорят, что они ни на что не могут рассчитывать. Только на свои силы. А сил уже нету и слез у людей просто. Все выплакано, все потеряно. Жизнь с нуля. А им говорят, ну вот, 90 дней лагерь, выезжать с него не можешь и 38 евро в неделю. Устраивает? Оставайся. Ну а как я могу получить эти повышенные выплаты? Возможно ли какой-то, да, вообще механизм? Конечно. Ищи жилье по ARP. Ну, нереально его сейчас найти, просто конкуренция конкретная. Сейчас люди напишут, да все реально, все возможно. Понятно, все зависит от каунти, от города, от того, как ты будешь сам суетиться. Если тебе помогут какие-то благотворительные фонды, типа там Красный Крест и так далее, то понятно, это возможно. Самому очень сложно все это суетить и делать. Как уже тут делается, какой бизнес? Приехали ребятки, нашли все и ищут уже для кума, свата, брата и тому подобное. Для всех родственников и друзей уже ищут тех, кто здесь. То есть нет такого, чтобы человек приехал с нуля, это очень сложно. Нужны, как говорится, уже какие-то связи. А связи с кем? Со старенькими, понятное дело, старенькие вот такие вот блатные, все здесь двигается, все тут знают, ты шо. Так что да, у нас уже есть две касты украинцев, это какие-то салабоны, которые приезжают, ни на что не могут рассчитывать, начиная, да, с 9 сентября пониженные выплаты им впаяли. Но прикол в том, что правительство, видите, немножко просчиталось, хотело 15 либо 20 тысяч людей перевести на пониженные выплаты. Не получилось, всего лишь 5500, потому что украинцы подсуетились и сделали все максимально, чтобы отпетлять от этих всех мероприятий. Дальше что делается, они делают сейчас, ирландцы, да, они что делают? Контракт заканчивается в каком-то объекте размещения, они говорят, мы вас переселяем в новый объект, даже в новый аккаунте, и получается, что правила привязаны к объекту, и они переселяются, вам говорят, все, вас переселили, новый объект, здесь в этом объекте новые правила, то есть 38 евро теперь вы получаете. Других переселили в модульный дом. Они думают, класс, модульный дом наш собственный. Ленточку перерезали, а оказывается, модульные дома теперь тоже подпадают под пониженные выплаты. Не все. То есть они потихоньку, хаотично переводят остальную всю недвижимость, которую, да, снимают, берут в аренду, контракты там были. Если продлевают контракт, то уже с новыми правилами. Так что все люди, которые живут, а живут еще в таких размещениях, в общем, от государства больше 20 тысяч, то есть вот этим всем 20 тысячам нужно приготовиться. Но мы не про это, мы про то, что человеку делать, который приехал. Он приехал от всей души, да, и ему говорят, вот, дружочек, если ты хочешь, то ищи ARP, либо снимай сам. То есть человек приехал с города, который разрушен в хламину, его нету, и они думают, что у него есть деньги, чтобы снимать самому. То есть есть два варианта, ARP и снять самому жилье, чтобы получать повышенные выплаты, претендовать. Кто-то скажет, ну а при чем здесь выплаты? Причем выплаты? Человек приехал, пусть ищет работу, пусть себя сам обеспечивает. А у меня вопрос, а какого хрена люди уже сидят на выплатах больше 2 лет? Живут по программе ARP, либо живут еще до сих пор в государственном размещении, получают выплату, никак не суетятся. Им это можно. Им можно просто быть экономическими беженцами, и никто их не шеймит, никто их не трогает, все нормально. А когда новоприбывшие начинают в чате спрашивать про выплаты, а можно ли их получать, а как получить повышенные, на него нападают все. И нападает кто? Старенькие.
старенькие, вот эти вот просто старенькие, те люди, которые уже столпы просто, столпы пролеживания на диване, что у него уже бляшки просто на боках, потому что он лежит больше 2 лет, получает эти выплаты и кайфует. Кафешки, бесконечные путешествия по Ирландии, Мохер, скалы, Белфаст и остальное. Я там не был, ребята, я еще океан в Ирландии не видел. Знаете потому? Первое, конечно, нет машины, а второе, даже если была, некогда, некогда. Но люди, они ж кайфуют, они приехали кайфануть от души просто, дядя. Им некогда, как говорится, многие пишут, мне нравится, ой, мне так скучно, с кем бы поздороваться, ой, познакомиться, вот это пишут прям в чатах, познакомиться, я думаю, я извиняюсь, а после 8 часов работы, это после работы ты хочешь познакомиться и пойти куда-то там в кафешку попить кофе, познакомиться и погулять? Вау, вот это просто какие-то роботы-вердеры, терминаторы, просто какие-то сумасшедшие, какие-то просто энергия переполняет их, я не знаю, откуда такая энергия. Но оказывается, нет, человек не работает, у него просто, он вот так вот, он снимает свой день, встала, проснулась, пошла, ушла. Боже мой, когда это закончится, ребята, прекратите уже это делать. Когда вы будете пахать на фабрике, заводе, либо где-то в магазинчике, да, по 8 часов, вам не будет хотеться после работы, вы принимаете душ, кушаете и все. Не будет вам хотеться никаких спикинг-клабов, всяких комьюнити, всего остального. Хватит, это все понты для бедных. Реалии, вы посмотрите на ирландцев, они пашут до 66 лет, чтобы получать пенсию и жить нормально, стабильно. О чем вы говорите? Хватит пыль в глаза показывать вот эту типа роскошную жизнь в Ирландии. Реалии все скоро увидят. Мне обидно за новоприбывших, которые приезжают и видят вот этот контраст. Кто-то живет и кайфует, гуляет, отдыхает, получает все, а кто-то ничего. Почему так? Это несправедливо. Я веду к тому, что всех уравнять просто. Всех под одну гребенку, да, всех под один стандарт. И это будет справедливо. Ладно, давайте другой механизм подумаем. Давайте так. Я считаю справедливо, это ротация вот эта. Человек получает, например, год выплаты. После года его переводят на 38-80. Все. За этот год он должен просуетиться. Какие-то курсы закончить, искать работу. Как-то самоулучшать свои, да, жилищные какие-то вопросы. То есть что-то искать за год, ему нужно подсуетиться. Нет, все, 38, до свидания. Этот человек ничем не лучше того, кто только приехал. Чем он лучше? Чем? Паспорта одинаковые, в паспорте национальность та же самая, 2 руки, 2 ноги, голова, все. То есть просто кто-то раньше приехал, из-за этого ему такие привилегии. Я не понимаю, почему так. У международников такого нету беспредела, нету. Все приезжают, все на одних правилах. Никому никаких VIP-программ нету. Понимаете? Вот это ARP меня вообще оно немножко уже подкумаривает в том смысле, что люди слишком на него рассчитывают. Они сидят прям и думают, что так будет всегда. Нет, так не будет всегда. Не будет ARP, поверьте, после 26 года так точно. А до 26 его по-любому видоизменят. Я думаю, даже до 25 в каком-то смысле его видоизменят для тех, кто работает и там живет. Вы не будете и работать, и не платить, и жить на халяву. Это невозможно. Если вы работаете полный рабочий день, по законам Ирландии, вы полностью себя можете обеспечивать. Полностью. Неважно, хоть вы зарабатываете 2000, а ваш дом стоит 2000. Вы тогда можете податься на рент-суплемент и на остальные виды помощи тогда. Вот и все. Но так, что просто жить и не платить ничего, просто за коммуналку, такого нету. Такого нету. Так что хватит думать, что так будет всегда. И я повторяю, это несправедливо. Дальше ARP. Живешь тоже год, потом платишь тоже за себя. Либо меняются, да, там, например, люди их выселяют, они обязаны за год найти себе жилье сами. Не нашли? Все, ваши проблемы. Берем другого человека теперь на эту программу, даже на это размещение. Вот это будет справедливо. Давать какой-то людям шанс, вот год. Я считаю, год это не то, что дохрена, это овер дохрена, чтобы себя как-то реализовать и найти работу и жилье. Я имею в виду, вот год тебе дают по программе ARP, и год ты можешь претендовать на повышенные выплаты. Потом уже все, как обычный беженец, мигрант, который сюда приезжает.
Чтобы получать выплаты джобсикера, вы понимаете, человек должен платить в казну налоги в течение 2 лет. Если он не платит в течение 2 лет, то он может претендовать на выплаты, но только 50%. Вы понимаете, что украинцам все дали бонусом, все дали с барского плеча. А украинцы доброту воспринимают за слабость. Многие, я не говорю за всех, уже многие работают, себя обеспечивают, молодцы, во, класс. В том числе, как я и моя семья. Вы молодцы, все супер. Я говорю за вот этих вот бездельников, которые до сих пор сидят и, понимаете, вот это вот шлейф негатива на всех, в том числе на тех, кто работает. А, ты украинец? А, понятно, все, стереотип уже. Халява, прохалявить, сидит, ни черта не делает, наверное, по-любому. Начинаешь ему рассказывать, с нами снимаем жилье, работаем, то все, сразу как-то лицо у него меняется у ирландца, сразу он понимает, что человек что-то суетится, что-то делает. Так что я считаю, что должно быть так. Приехал человек, год получал выплаты, все, теперь они ему пониженные, и теперь бесплатного жилья ему не видать. И даже программы ARP. Другие приезжают и пользуются всеми благами тоже годик. Там уже, это лично мое мнение, можно полгода сделать. Даже за полгода можно, поверьте, в этой маленькой стране подсуетиться и найти работу, подучить язык и получаете выплаты. Понимаете, проблема в том, что ирландцы думали, что украинцы получают эти все выплаты, там, medical карты, все вот эти вот, да, плюшки, они будут вот именно интегрироваться, что они посидят там 2-3 месяца и подучат язык, найдут работу и начнут сразу интегрироваться в общество. Многие так и сделали, но большинство, огромный пласт, как сидел с первого дня, так и сейчас уже 2,5 года сидит. Вот в чем фишка. Да, сейчас людей стали отправлять на вот эти вот ТУЗ, вот эта программа, где нельзя отказаться. Да, они едят не хотя туда, не хотя. Многие пишут, могу ли я отказаться, могу ли как-то пропетлять. Нет, не можешь пропетлять, только либо по здоровью, а если по здоровью, значит ты не претендуешь на джобсикера, значит должен подаваться на disability allowance, то есть и на остальные, да, выплаты, которые по здоровью. Тут невозможно отпетлять. И многие, да, которые сидели там в офисах, в пиджачках, там, в юпочках, все хорошо, их заставляют, да, ходить по городу, собирать мусор на различных объектах, либо быть помощниками в садиках, в каких-то социальных проектах. Да, приходится там всего лишь 4 часа в день, пятидневка, ну и вам платят, да, немножко больше, чем выплаты там буквально сколько, до 20 или на 30 евро. Но все равно вы помогаете. Этот контракт на год, да, вы годик поработаете, так вы нормально после этого, вот именно у вас будет какой-то уже бэкграунд, вы сможете как-то язык подучить там. Работа, понятно, не низкоквалифицирована, но так здесь, в Ирландии, так, что тут всех уважают. Неважно, ты дворник, уборщик, либо ты в магазине просто что-то раскладываешь, либо на фабрике работаешь. К тебе будут тоже так же относиться, как и к банкиру. Никто не будет никогда тебе тыкать тем, кем ты работаешь. Здесь каждая профессия важна, и это мне нравится. А у нас люди вот такие, думают, ой, фу, я там была такая вся с маникюром, там все вот эти вот приколы, мои макияжи, мейкапы, и теперь я пойду сейчас вот этом вот кафтане, как его, оранжевом, либо желтом, оранжевый это начальники, да, в желтом вот этом кафтане буду ходить с этой палкой, там что-то собирать, что-то протирать, либо кому-то жопу вытирать, либо за детками следить там, либо за стариками и так далее. Да, потому что вы здесь в гостях, вы здесь просто на птичьих правах. И если вы отказываетесь выполнять те требования, которые вам предоставляет Ирландия, то значит все. С вами будем прощаться. Так что вот такие вот дела, вот такое вот разделение меня оно лично не устраивает. Я считаю, что это неправильно, несправедливо по отношению к тем, кто приезжает. И нужно уже спрашивать, с каких областей люди приезжают, чтобы понимать, кому реально нужна помощь в первую очередь, а кому нет. Потому что получается, что все, кто с остальных областей, которые ближе к границе, повыезжали первыми, позанимали места, а теперь те люди, которые живут, да, там на востоке, бегут от войны реальной, где все рушится, города захватываются, уничтожаются, приезжают, и в каждой стране им говорят, все, вы не успели, все, на вас не хватило помощи, извините, как-то все. Вот этот у нас вариант, вот эта вот фишка, кто первый, да, встал, того и тапки, у нас работает и в Евросоюзе, понимаем, демократия, но мы не можем всем помочь, вот так вот все это работает. Короче, хрень это полная, так что я считаю, что нужно помогать тем, кто реально нуждается в помощи.
Просто вот кто реально нуждается в помощи. И программу ARP пора уже, знаете, переформатировать для тех, только для каких-то мамочек с детьми, инвалидов и пенсионеров. Только не то, что пенсионеры-инвалид, тогда с ними еще целый табор, 5-6 человек, семья вливается, потому что они взяли эту бабушку, привезли, и потом хотят вот так, каким способом, да, у них есть козырь, бонус в рукаве в виде бабушки либо дедушки инвалида, и они так, оп, нам надо, видите, у нас инвалид, помогите туда-сюда. Тоже уже манипуляция прямая. Хватит уже манипулировать этими доверчивыми людьми, которые нам реально доверяют. То есть я имею в виду ирландцев. Ирландцы реально доверчивые, они добрые, но у них тоже есть терпение. Все видят, поверьте, все всем долаживаются, но просто глаза пока не закрываются. Но когда глаза откроются, когда все это произойдет, будет больно, но умные люди уже сейчас готовятся к этой боли в смысле того, что находят себе жилье, работает и никак не зависит от государства, и им пофигу, какие там законы, какие правила будут меняться, им все равно. Они сами с усами себя могут обеспечить, и они путешествуют, радуются жизни, все хорошо. Вот это вот нормальные, позитивные, классные люди. ARP нужно тоже уже фильтровать и не давать здоровым лбам, как недавно объявление было, я вообще поразился. Не знаю, как его звали, там, Миша, Петя, не знаю как. Сережа, 32 года, я помню, фитнес-тренер, говорит, мне нужно жилье по ARP, я вот занимаюсь спортом, я прям такую фотографию, качок такой прям, ну, 2 руки, 2 ноги, и понятно, что он нигде не работает, просто хочет отпетлять с лагеря по ARP жить. Ему там все насыпали в комментариях, я бы ему еще леща бы подзатыльника дал. Ты что, на приколе реально, если ты меня смотришь, ты серьезно? Ты просто лоб здоровый, просто в прямом смысле. Многие там ему кричали воевать. Ладно, не воевать, так иди работай, сам себя обеспечивай. Ты что, приехал на курорт или что? Я не пойму. Это что такое? Тут что, всем бездельникам в Ирландии помазано или что? Все сюда самые те, кто уже везде все попробовал, теперь в конце решили еще медок в Ирландии покушать. Я что-то в шоке вообще. Вот с таких типов и таких девушек я просто вообще в шоке. Вот реально, не знаю, как вы, пишите мнение свое в комментариях по поводу всего этого. Пишите, прав я или нет. Если нет, ну, это мое личное мнение. Так я вижу, так это я со своей стороны, со своей колокольни, это все мне видно, что теперь есть привилегированные украинцы, и теперь есть какие-то нищеброды, которым ничего не должны, хай сами будут разбираться со своими проблемами. А вот эти вот хорошенькие, у них уже стаж в том, чтобы ни черта не делать, вот они сидят, ни черта дальше и не делают. Вот так вот получается, вот такой вот ролик, эмоциональный немножко, потому что это несправедливо. Если правила какие-то вводить, нужно их вводить для всех. Вот это вот честно, вот это вот демократия, как у международников. У международников там все честно, там реально все под одну гребенку, все по одним правилам живут. Вот это вот честно. А сейчас это дискриминация новоприбывших украинцев. Я считаю так. Всегда держу в курсе.